Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Мой Сережка большой любитель жареных пирожков с луком и зеленым яйцом. Да, лучше их ничего нет. А я хочу с ним поспорить. И сегодня поделюсь с вами очень вкусным рецептом. Вместо пирожков, да, или как сказать? Ребят, мне понадобится 400 мл теплого кефира. Выливаю в мисочку. Добавляю чайную ложечку соли без горки. Сюда же чайную ложку сахара. 2 столовые ложки растительного масла. Немного перемешаю. И сюда же чайную ложку соды. Ух! Сода вступила в реакцию с кефиром. Начинаю вводить муку. У меня здесь 500 граммов просеянной пшеничной муки. Всю сразу вводить не буду, постепенно. Тесто должно получиться мягким. Сначала это делаю ложкой. Когда тесто неудобно уже перемешивать ложкой, присыплю стол мукой. Выкладываю тесто и замешиваю его. Если сильно липнет, понемножку добавляю муку. Вот, все, ребят, тесто получилось мягким, живым. Выкладываю его в пакет, оп, и оставляю на столе. Займусь начинкой, только руки помою. Отварные яйца измельчаю. Я это делаю с помощью толкушки. Несколько движений, все готово. Также мне понадобится зеленый лук. Это наш первый урожай в этом сезоне. Уже на огороде такой вырос. А у кого-то еще снег лежит. Ну да, нарезаю меленько. Добавляю к яйцам. Солю по вкусу. Добавляю черный молотый перчик. Все хорошо перемешиваю. Уже вкусно, уже аппетитно. Да, можно добавить майонеза, сметанки и... Салат готов. А теперь смотри, Сережка, что я сейчас буду творить. Беру руками часть начинки и формую колобки. Вот примерно вот такого размера. Прикольно. Прикольно, очень удобно. Дальше вы увидите почему. Ну что, начинаем формовать лепешечки. Стол присыпаю мукой. Ручки тоже немножко. Тесто отдохнуло. Немного его обминаю в муке. Делаю из него колбаску. И делю на части. Каждую часть округляю. Делаю вот такие вот колобочки. И откладываю в сторонку. Оп. Ну что, друзья, беру часть теста. Округляю его сначала рукой. Мне так удобнее просто. А затем раскатываю скалкой. Круг. Беру шарик с начинкой. И сворачиваю в мешочек. Вот так, вот так. Хорошо. Скрепляю края. Немного муки. Сначала аккуратно разминаю рукой. Распределяю начинку в середине лепешки. А затем скалкой. Готово. Сковородку на огонь. Я буду выпекать на блинной. Хорошо нагреваю. Лепешки буду выпекать на сухой сковороде. И тоже полезнее, чем жареные пирожки на растительном масле. Готовые лепешки выкладываю на тарелку. И сразу же, пока они горячие, щедро смазываю сливочным маслом. Вау, какие они красивые стали. Да. Чтобы ускорить процесс, ставлю другую сковородку. И Сережка мой сказал пожарить ему одну лепешку на растительном масле. Он хочет сравнить, да, Сережка? Ну что, давай, Сережка, тебе сейчас сделаем на растительном масле. Угу. Зашумело. О, смотри, эти даже дуются. Ну, конечно. И как тебя приучить к полезной еде? Переворачиваю эту. Опа! А Вот пахнет это как... вид, а! А как она вкусно жареная пахнет. Боже. Ну вот тебе и сравни. Сравнила, Сережка, сравнила. Будешь есть печеные. Как я, друзья, не хотела, но мне пришлось жарить пирожки. Скажу честно, на растительном масле они и выглядят, и по вкусу очень вкусно. Аппетитные. Смотри, парует. Ребята, ну что я хочу сказать? Конечно же, это вкусно. Ну как же это вредно? Хочу показать. Посмотрите, какие они. Какая корочка, она хрустящая. Ой, вообще класс. Это очень вкусно. Твоя взяла. Ставьте лайки, друзья. Пишите в комментариях, какие лепешки вам понравились больше. На сухой сковороде жареные или в растительном масле. Да, они аппетитные. Они очень аппетитные. А я сюда. Не буду, Сережка, больше добавлять растительного масла. Не надо, не надо. Убегает. Представляешь? Обиделась. Обиделась.